Здравствуйте, дорогие зрители, коллеги! Сегодня я вам хочу рассказать о технике вязания простого реглана сверху и покажу на практике. Еще вам научу, как сделать расчеты. Вот в этой кофточке у меня видно, как я связала по реглану. Вот регланная линия, вот перед, и вот спинка, и вот рукава. И у меня вот эта кофточка связана сверху. Вот это у меня оформлена горловина, и потом уже начинается регланная линия и вяжется дальше. В первую очередь при вязании простого реглана сверху мы должны иметь расчеты. Вот у нас простой реглан. Вот мы уже, когда уже закончим оформление горловины, и у нас идет уже вязание по реглану. Мы горловину, после горловины делим на 4 части. Одна часть у нас спинка будет, вторая часть перед будет, и 2 части у нас 2 рукава. И как мы на эти 4 части делим? Вот это расчеты я вам сейчас расскажу. Иметь расчеты есть очень разные способы. Я самый часто применяемый расчеты я вам расскажу, и я сама это принимаю, и это меня очень устраивает. Вот горловину мы уже оформили, например, или там резиной 1 на 2 или 1 на 1, или платочную вязку. Мы когда уже закончили свою горловину, да, мы потом уже начинаем там определять петли для линии реглана. Вот, например, в случае 42 петли мы горловину взяли. Как мы делим на 4 части? Это у нас спинка, это у нас перед и рукава. Для этого, значит, 42 петли делим на 3. Равняется 14. 1,14 у нас идет на спину. 1,14 идет у нас на перед. А для рукава мы вот это 14 делим на 2. Равняется 7. Это у нас будет рукава. Значит, эта сторона у нас 7, эта сторона это у нас 7. Вот так мы разделили. Это начало. Теперь на следующем. Нам нужны петли для регланной линии. Самое меньшее мы берем обязательно или 1 или 2 петли, чтобы по краю этой петли мы набираем петли и проведем там вяжем свою форму реглана. Например, в моем случае по 1 петле мы берем для реглана. Вот тогда уже
Вторая схема. Вот когда мы уже брали по одной петле, рукава останутся по 7 петель. А со спинки вот 2 петли мы отнимаем. 14 было, когда отнимаем, останется 12. Это тоже 12, потому что тоже по одной петле на регланную линию мы отнимаем. Вот у нас схематично вот так должно быть. Теперь в следующей схеме я объясняю. Горловина у нас идет, передняя часть идет глубже, чем заднюю часть. Спинка у нас короче идет, а горловина у нас в передней части идет поглубже. Поэтому мы должны вот этой схеме больше взять переднюю часть, чем спинку. Отнимаем 3 или 4 петли отсюда. Давайте сейчас по моему случаю мы отнимаем 3. А здесь добавляем 3. Значит, третья схема у нас пойдет 7 здесь, 7 здесь, по одному регланной линии. И здесь у нас получится 9, а у нас получится здесь перед получится 15. Мы по так этой схеме будем отделять нашу горловину и будем вязать. На практике я вам покажу. Вот у меня 42 петли на 3 части разделены, и мы сейчас находимся вот здесь. Для этого мы маркировочные обязательно узелки сделаем. Здесь мы начинаем вязать. Вот у нас оформленная платочным вязком горловина. Теперь мы должны отделить нашу одежду, нашу горловину на 4 части. Значит, спинка у нас начинается, вот спинка. Для этого, значит, с рукавой одну петлю я возьму, вот так. И маркировочную началку я поставлю голубая маркировка. И вот у нас регланная петля. Вот эта петля у нас. А потом идет 9 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Теперь мы вставляем фиолетовые маркировки. Мы до сюда дошли. И здесь вот маркировку ставили. И одна петля у нас регланная петля. Вот. И у нас идут 7 для рукава. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мы уже дошли до сюда. Теперь ставим опять фиолетовую маркировку. И возьмем вот эту нашу регланную петлю. Взяли. Теперь перед у нас идет 15 петли. Посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Вот мы дошли до сюда. И вот здесь мы должны взять одну, поставим нашу маркировку и вяжем одну петлю для реглана. Теперь мы должны вязать 7 петель до сюда. Вот эту петлю мы уже взяли в начале. Раз, два, три, 4, 5, 6. А одну петлю мы вот здесь в начале взяли. Теперь мы начнем оформлять регланы. Здесь я вам не покажу росток. Это я отдельно видео сделаю для росток спинки. Я сейчас вам только хочу показать, как мы будем делать манипуляции вокруг нашей регланной линии, регланной петли. Вот мы дошли, доходим уже регланной линии. Вот мы отметили. Вот пока не выбрасывая вот эту голубую маркировку, мы возьмем накид. Уже проходим. Регланная у нас петля, опять на накид. Потом вяжем. Сейчас мы вяжем уже спинку, да? Вот. Дошли до маркировки. Вот это у нас после маркировки идет регланная петля. Значит, мы пока не перекидывая вот эту маркировку, возьмем накид, перекидываем нашу маркировку, регланная одна петля мы вяжем, а потом опять мы возьмем накид. Опять начнем. Это у нас идет правый рукав. Продолжаем вязать рукава. Опять доходим до маркировки, опять накид, маркировка прикидываем, вот регланная линия и опять накид. Вяжем перед. Вяжем перед до маркировки. Вот мы уже по схеме доходили, вот перед уже связали, вот до сюда мы доходили. Вот перед маркировкой мы опять берем накид и регланную петлю мы вяжем, опять берем накид, вяжем уже левая рукава, в левый рукав мы вяжем и доходим уже наше начало нашего вязания. Вот отдельно голубая у нас маркировка, начало наше. Вот закончили, пришли уже на следующий ряд. Теперь мы будем вязать без накидок по кругу.
накидом мы вот так возьмем, чтобы вам было удобно, видно. Я пока вот накиды беру вот так. А в следующих видео я вам покажу, как вязать вот здесь, чтобы вот такая большая дырка не получилась. Получилось очень нормально. Это я вам потом покажу. И берем регланная петля у нас. И вот это мы, значит, в следующем ряду мы только провязываем все наши петли без добавления, без накида. Вот так провязываем. Дорогие зрители, я еще раз вам повторяю, что я здесь не вяжу росток, не оформляю перед, потому что здесь я вам только объясняю, как здесь вязать возле линии реглана и как мы получаем регланные линии и как мы здесь будем вязать по реглану сверху. И вот мы сейчас дошли опять, доходим опять начало нашего вязания. Уже вот мы закончили уже второй наш ряд. Я повторяю, напоминаю, когда после горловины мы в первом ряду поставили свои маркировки. В втором ряду мы вязали накиды наши возле регланной петли. Вот у нас регланная петля, и с этой стороны, и с этой стороны мы взяли накиды. В следующем ряду мы это накиды провязывали. Вот теперь у нас опять идет следующий ряд. Мы берем, так, опять у нас идет маркировочная нитка. Перед маркировкой мы опять возьмем накид, потом перекидываем свою маркировку. Вот опять регланная линия, опять накид. Вот так мы повторяем каждый раз по каждому регланной петли. Мы вот так набираем. Вот дошли до маркировки, опять берем накид, перекидываем маркировку, регланная петля, опять накид. Опять мы вяжем до нашей следующей маркировки. Вот у нас этот ряд закончился, теперь начинается новый ряд. В новом ряду мы обязательно никаких накидов не берем и только накиды провязываем. Вот так. Вот. Предыдущий у нас накид. Опять мы берем накид перед маркировки. Регланная линия, опять у нас накид. Вот видите, вот в таком виде мы уже вяжем наши регланные линии, и потихонечку у нас регланная линия оформляется. Вот опять я еще раз покажу. Вот накид взяли, маркировка и регланная петля, опять накид, и мы вяжем дальше. Вот видите, что у нас получается. Когда вот так мы по регланной линии вяжем,
Один раз мы берем, когда мы ряд вяжем, берем накиды с обеих сторон. В следующий раз мы просто провязываем. В следующий раз опять берем. Опять все накидами провязываем. Опять берем накиды, опять провязываем. Вот у нас идет вот так чередование. Один ряд с накидами, другой раз без накида провязываем. Вот видите, вот так у нас вот это место, вот это возле горловины, идет расширение наше полотно, да? Расширение. И обязательно мы сделать все правильно. И у нас получится все красиво и благополучно. Вот. Вот здесь, вот этой кофточки, я еще раз покажу вам. Вот видите, здесь, конечно, здесь сделаны вот это накиды, когда второй раз провязываем, без дырочек все сделано. И когда следующее видео буду вязать по практике, на практике я вам покажу. Вот видите как? У нас вот так расширение идет. Каждый раз, когда вы накиды берете и провязываете, вот так у нас потом вот так рукава расширяться будет. Вот перед расширяться пойдет и рукава. Вот так и спинка. Так у вас расширяться вот так все пойдет. И свою вот это по регланной линии с обеих сторон вы не забудьте взять накиды. Не забудьте. А то бывает, одну сторону вы взяли, а другую сторону вы в чем-то забыли. Это сразу надо поправлять. И все у вас равномерно должен вот так идти. С этой стороны тоже расширяется с накидами, с этой тоже прибавляются петли и расширяются. И у вас вот так оформляется регланная линия до подреза. До определенные размеры вы будете вот так продолжить вязание. Когда регланная линия вот так мы вяжем, можно сюда разным способом, можно сюда разные петли брать. Например, по одному петлю можно брать, по 2, по 4. Или разные узоры вот здесь можно оформлять. Вот взяли соответствующий раппорт узора, да, и вот этот узор вот здесь вы вяжете. И у вас здесь появится узор. Ажурные узоры можно оформлять. Вот. В этом случае вот ажурные узоры оформлены. Вот елочка, да? Вот так можно оформлять. Это я могу потом следующий узор показать. И можно вязать с накидами с дырочкой, да, как ажурные у нас получится. Или можно без дырочки плотно вот так можно вязать. И у нас появится вот так регланная форма кофточки. В следующем видео я вам покажу, как оформлять росток, как оформлять перед, вот здесь, чтобы вот эта глубина у нас получилась красиво, вот так кругленькая. И еще я вам приготовлю видео вот так V-образную горловину, как здесь оформлять. И росток у нас. Я все я вам
следующих видео приготовлю. И следите по моим каналам. Подписывайтесь, ставьте лайки, если вам понравилось мое видео. До свидания, до встречи.